фестиваль – это не просто протокольное мероприятие или просто мероприятие, которое проходит год от года, а это такой большой праздник. Праздник, связанный с великой годовщиной, с победой в Бородинском сражении. И организаторы этого мероприятия постарались, я знаю, какая была проделана сумасшедшая работа, они постарались сделать все, чтобы этот праздник состоялся, пожалуй, даже, можно сказать, не все, а вопреки всему. Поэтому мы тоже хотели бы на нашей пресс-конференции, чтобы наряду с какими-то деловыми вопросами, той информацией, которую будут говорить наши уважаемые спикеры, вы немножечко вспомнили о замечательных фильмах, которыми мы увлекались в молодости, в детстве и до сих пор смотрим с удовольствием, и потихонечку входили в атмосферу фестиваля, потому что жизнь в городе начинается тогда, когда в него входят гусары. В ближайшее время, в ближайшие дни, с 14 по 23 сентября в Можайском районе Московской области состоится первый фестиваль во славу Отечества. Буквально несколько слов об идее этого фестиваля. Фестиваль задуман был несколько лет назад как наверное, уникальное событие, посвященное и организованное для отмечания праздника победы русского оружия в войне 1812 года. Около 20 лет на Бородинском поле силами энтузиастов, реконструкторов проходили исторические реконструкции этой баталии. 2 сентября этого года на 200-летие этого события порядка 160 тысяч зрителей и гостей видели то, в общем-то, к чему привела эта работа. Но долгое время шла работа по созданию второй площадки, то есть площадки праздничной. Идея этой второй площадки основывается на чем? В том, что Бородинское поле – это поле битвы, поле славы. Поле, где десятки тысяч наших предков полегли в 1812 году. И те люди, которые чтят это, понимают это, прекрасно осознавали и осознают, что празднование это в этом месте, именно в Бородино, это неправильно. Но праздник нужен. Праздник нужен всем, и прежде всего молодежи, прежде всего подрастающему поколению, которое, к сожалению, не так много, как нам хотелось бы, знают об этом событии. Поэтому и была задумана эта площадка. И воспользовавшись тем, что как раз в этом году появилась возможность недалеко от Бородинского поля, всего там в 26 километрах, на Минском шоссе, в очень удобном месте, в деревне Шаликово, провести вот такое мероприятие, именно фестиваль. Мы вот как раз воспользовались этим событием и повели целенаправленную работу по подготовке этого фестиваля. В мае этого года фестиваль был представлен на туристической ярмарке МИТФ в Гостином дворе. Мы активно очень сотрудничали с общественной комиссией по подготовке к празднованию 200-летия. Но те события, которые были связаны именно с празднованием и реконструкцией 2 сентября, а именно обеспечением мер безопасности, они не позволили нам провести в те сроки, которые мы предполагали, наше мероприятие. Вот. Но так как этот фестиваль необходим, и мы в этом убеждены, люди, которые готовили долгое время этот фестиваль, те организации, клубы, общественные объединения, просто энтузиасты, они сказали однозначно: ребята, нужно фестиваль проводить. Поэтому мы приняли такое решение. Понятно, что то, что хочется, то, что хотелось, конечно, в большей мере будет происходить в будущем. В этом году мы все равно сохраняем весь тот формат, который был нами объявлен. Это формат фестиваля фестивалей, это формат ярмарки, это формат открытого урока истории, это формат интерактивного музея под открытым небом, это формат реконструкции, но не просто реконструкции, а именно воссоздание элементов той баталии бородинской, которая была именно на самом деле. То есть очень много из того, что было задумано, будет, естественно, воплощено в жизнь. Это не фестиваль для галочки, это не фестиваль для отчетности, это не фестиваль
именно реконструкторских клубов. Это фестиваль для людей, это для тех, кому действительно девиз нашего фестиваля «Вера, доблесть, честь» не пустые слова. Как сказал один из молодых участников нашего проекта, буквально вот в мае месяце, когда мы участвовали в выставке МИДФ, это фестиваль последних романтиков, это фестиваль настоящих патриотов. Вот эта фраза молодого человека, она запала нам в душу, и она, в общем-то, греет, движет нами. Потому что мы очень надеемся, что то, чему мы посвятили очень долгое время, чему мы отдали очень много своих сил, оно получит отзвук, наверное, в душе тех людей, которые приедут к нам, те, которым действительно интересна история нашего Отечества. И не только история, а настоящее и будущее нашего Отечества. И, наверное, все мы понимаем, без связи с прошлым, без осознания того, что мы являемся гражданами великого государства, с великой историей, с великими победами, вот это необходимо. Такие фестивали, такие мероприятия, они необходимы прежде всего для нас всех, для граждан этого государства. Если сказать о той выставке, которая планируется в рамках фестиваля, да, то есть целью этой выставки это на самом деле представить традиционные ремесленные изделия, исторические изделия, которые созвучны той эпохе, то есть временам Бородинской битвы, представить современных художников, которые изготавливают это изделие, которые на самом деле соответствуют историческому, так сказать, пути нашей Родины. То есть вот на сегодняшний момент мы можем сказать, что заявлены направления, которые посвящены и историческим костюмам, и ремесленным изделиям традиционных народных промыслов, будут представлены на выставке. Как Алексей сказал, на самом деле мы сейчас видим свою миссию, наверное, посадить как бы то зерно, которое должно вырасти в большое масштабное мероприятие, которое будет радовать всех нас еще долгие годы.